Всем привет! Это вторая часть видео про установку планшайбы на поворотный стол. В этой части необходимо изготовить сухари для прижима планшайбы и прорези в самой планшайбе, а также отверстия для крепления на ней патрона и специальные болты для этого крепления. Начал работу с разметки мест проточек под болты сухарей. Вновь собрал целую конструкцию, позволяющую заменить отсутствие вертикального шпинделя ОСП-12 и два прижима или прихвата с обратной стороны. Ослабляя вот эти прижимы, поворачивая деталь, буду фрезеровать. Глубина паза по моим расчетам 5,5 мм. Буду пользоваться лимбами. Здесь, конечно, нужно было более точно выставляться, но я взял внешний диаметр с запасом, поэтому у меня не страшное отклонение. Следующим действием переходим к изготовлению сухарей из стального листа толщиной 16 мм.
качество обработки так себе. Частота поверхности, конечно, нормально. Вот этот вот наплав из того, что фреза так себе заточена. Лучше у меня не получилось. Края этой пластины подкалены. Стараюсь особо их не фрезеровать. Они R6 M5 садят на ура.
Не разрезая пластин сухарей, перехожу к изготовлению винтов. Вот для этого действия я не разрезал пластину ранее. Наконец-то добрался до первой примерки. Что я только с этой железякой не творил. Ключевой момент: подойдут ли эти винты. Винты, в общем-то, удобные, но не многоразовые. Вот теперь все отлично. Что я имею в виду? Вот эти прорези от частого закручивания просто собьются, так как они не глубокие и довольно широкие. Ну, в данном случае снимать эту планшайбу, по крайней мере часто, точно не планируется. Пал смертью храбрых еще один метчик. Как позже выяснилось, они просто уже замученные, старые советские, поэтому резать нормально не хотят. Выколачивать я его и мучить эту пластину не стал. Просверлил с противоположной стороны отверстия. Посмотрим. Сухари сделаны с запасом по длине. Можно было их делать вот такие вот коротенькие, но я сделал длинные. Вот уже в процессе изготовления эта длина мне понадобилась. Практически все готово. Направляющая конусная в виде вставки, планшайба и 4 сухарика.
со спецвинтами, уже укороченными, специально для этих сухарей. Но при первой примерке обнаружил, что вот эти фрезерованные мной пазы можно сделать чуть глубже, и даже нужно. Сделать это можно обычным напильником, но, как говорится, коли уж мы все тут собрались, стоит попробовать это на самом столе. Стол вполне неплохо стал вертикально, развернулся под 90 градусов, то есть в принципе, не имея вертикальной фрезерной головки, можно воспользоваться прямой функциональностью стола. С одной стороны закрепил прижимом, хотя в принципе там есть отверстие, даже паз под винт, просто у меня нужного винта больше не оказалось прижимного. В будущем можно его изготовить. В дальней части воспользовался именно стандартным крепежом. Сейчас стол уже занял свое рабочее положение. Что мы видим? Сейчас положение стола максимально нижнее. И здесь еще есть некое расстояние до шпинделя. То есть в принципе по размерам, по геометрическим размерам все довольно-таки неплохо. Но, конечно же, не без минусов. Плоскость стола и высота штурвала разнятся. То есть плоскости находятся на разном уровне. Штурвал выступает за посадочную плоскость. Соответственно, штурвал приходится размещать за пределами стола. Либо нужно какую-то шлифованную качественную подкладку. Как и ожидалось, нюансов работы с этим столом много. Очень много чего нужно переделывать и добавить. Допустим, вот эти совершенно нелепые ручки. Каким образом производитель думал регулировать их положение, совершенно не ясно. Сухари стоят под очень большим углом, а ручки, сколько я ни пытался, срабатывают на прижим в самом неудобном положении. В данном случае одну ручку вообще пришлось снять, вторая там стоит точно так же, что ее не затянуть, не ослабить. И стол заблокирован лишь выбором люфта червяка. Наконец-то вся эта длинная история с патроном все-таки завершается. Осталось только попробовать все это собрать. Кстати, немного о чистоте поверхности. Ну, тут уже не китайцев, а индийцев. Слушайте. Ну, я думаю, вы все поняли. Обратил внимание, что на советских патронах точно так же имеется конус, но до конуса есть еще и цилиндрическая проточка. Здесь такой проточки нет. И очень даже зря. Это было бы удобно. Вот такая ужасная по виду планшайба. Надеюсь, что в работе будет не столь ужасной. Вот и долгожданный финал. Все это предстоит проверить в работе, но это уже будет в рамках других видео. Со столом еще очень много работы. Все это будет делаться по ходу. Сейчас основную задачу я выполнил. Вот видите, как работает червяк, прижим червяка. Хочет — подклинивает, хочет — вылетает. Ну, как-то так. Тем не менее, альтернативы этой штуки нет. Я думаю, что для домашнего использования хоббиста вроде меня
Вариант просто отличный. Творить с этой штукой можно очень много всего. Ну а в рамках данного видео у меня все. Всем большое спасибо за просмотр. До скорых встреч.